Всем привет! Мы продолжаем рассматривать свежие новинки от бренда XO Models в масштабе 1 к 43. И сегодня я вам покажу, на мой взгляд, очень симпатичную масштабную копию американского капотного сидельного тягача. И тут представлен International Lone Star, который копирует прототип 2010 года. Красивая схема окраски, черный грузовик с серебристой полоской, и пока что у XO Models такой сидельный тягач предлагается только в одной схеме окраски. И такая же модель выходила в рамках европейской журнальной серии, посвященной американским сидельным тягачам. Там грузовик продавался в комплекте с полуприцепом, и у грузовика была другая схема окраски. Красный низ и бежевый верх. Журнальная модель визуально мне тоже понравилась, но у нас такую журнальную серию не продают. Она встречается на аукционах, и довольно дорогая доставка, и в конечном итоге по цене эта модель выйдет в 3-4 раза дороже, чем стандартный грузовик в коробочке XO Models. Поэтому лично для себя не вижу смысла переплачивать за журнальное изделие, а подожду, возможно, XO также отдельно в серию запустит полуприцепы, которые встречаются на сидельных тягачах из журнальной серии. И эта модель в Европе появилась в продаже буквально неделю назад. Ее рекомендованная стоимость варьируется от 30 до 35 евро, в зависимости от того, где вы будете покупать данную масштабную копию. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот грузовик поближе. Говорил, я большой поклонник американских сидельных тягачей и стараюсь собирать по возможности эти модели в свою коллекцию. И также для сравнения я вам приготовил еще два американских сидельных тягача от XO, и мы можем прикинуть размеры данного грузовика в сравнении с другой техникой, и вы наглядно можете увидеть, как машины будут смотреться на полке рядышком друг с другом. И у этого грузовика довольно большой дисплей-кейс, и в точно такую же коробочку упаковывали Peterbilt 359, Peterbilt 350, Ford LTL и другие трехосные капотные тягачи. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда, указан их официальный сайт, на котором можно ознакомиться с последними новинками, и эти модели изготовлены не в Китае, а в Бангладеше. И уже говорил, мне очень нравится качество изготовления последних моделей от XO, отсутствуют видимые пятнышки клея, по большей части хорошо и аккуратно установлены мелкие детали и прекрасная покраска, чего нельзя сказать о более премиальных брендах, которые продаются на территории Российской Федерации. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете, указан прототип International Lone Star, и данная масштабная копия копирует автомобиль 2010 года. И такие грузовики увидели свет в 2009 году. И, конечно, были как поклонники такого дизайна, так и ярые противники. Мне этот грузовик визуально очень нравится. Повторюсь, он выглядит необычно. И у этой модели также есть страховочный прозрачный блистер, который предотвращает повреждение хрупких деталей при неправильной транспортировке. Например, если посылку будут транспортировать вверх ногами и грузовик сорвется, он не разобьется пластиковый бокс. И давайте снимем колпак и также уберем защитный блистер. И это довольно тяжелая модель, у нее металлическая рама и металлическая кабина. Много навесных пластиковых деталей, большая часть из них в хроме, и также верхняя часть спального отсека сделана из пластика. У меня такое ощущение, как будто полностью спальный отсек это пластиковая деталь, но издалека он выглядит как будто из металла. И если вы посмотрите, у этого грузовика не окрашен интерьер кабины, и сразу, что бросилось в глаза, это не совсем верная установка рулевого колеса. И точно такое же расположение руля было на модели Peterbilt 359. Не знаю, с чем это связано, видимо, особо не заморачиваются, как устанавливать детали, и люди не задумываются, что в таком положении крутить руль будет не совсем удобно. Также у этой модели вполне хорошее качество хрома. И уже как-то говорил, у многих моделей от XO Models хром как будто потертый, видимо, его или полируют, или
чем-то обрабатывают, но на этой модели хром чуть лучше, чем на предыдущих грузовиках. Отдельные зеркала заднего вида. На зеркалах также оранжевым лаком обозначили габаритные огни, и у этого грузовика довольно много габаритных огоньков, но все эти детали просто обозначены оранжевым лаком. Хотелось бы видеть эти элементы в виде прозрачных маленьких отдельных деталей, но опять же, если мы говорим об этом ценовом сегменте, я думаю, за эту цену делать такую сложную модель будет не совсем целесообразно, поэтому производителя тоже можно понять, и это оставим на его совести. Также присутствуют короба воздушных фильтров, на них тоже есть по 4 маленьких габаритных огня, присутствует небольшой шильдик на боковой части, и в плане окраски этот грузовик напоминает модификацию Harley-Davidson. Правда, если посмотреть на фотографии настоящего автомобиля, у него будет отличаться облицовка радиатора, осветительная техника, бампера и колесные диски. Также по цвету отличается интерьер, но опять же, если мы говорим на масштабной копии, на этом экземпляре салон полностью черного цвета. Также вполне хорошо получилось оформление решетки радиатора. Сквозные отверстия тут отсутствуют, правда, их обозначили черной краской. Также хорошо смотрится передний бампер. В бампере установлены противотуманки, правда, эти детали опять же обозначили просто серебристой краской. Хотелось бы видеть прозрачные детали наподобие фар головного света. Также установлены регистрационные номерные знаки штата Мичиган, установлены дворники из фототравления, и у этого грузовика довольно стильно выглядит выхлопная система. Очень необычные щитки с небольшой перфорацией, и на спальном отсеке тут также присутствуют тонированные окошки, и сквозь них можно рассмотреть небольшой диван. Правда, из-за того, что все детали черного цвета, сложно понять, если там полная детализация спального отсека или просто некоторые условные элементы. Также огромные топливные баки с аэродинамическими щитками. Сзади установили 2 перекидки, есть 2 прожектора на задней части, надпись International. У этого автомобиля рабочее седло и площадка сделана из фототравления. На некоторых моделях этот элемент делается из тонкого пластика, на некоторых он металлический. Тоже интересно, почему на всех моделях не делают один тип площадки из фототравления. Опять же, если посмотреть на заднюю светотехнику, тут просто ее обозначили красным и оранжевым лаком. Опять же, повторюсь, хотелось бы видеть более лучшую детализацию. И, кстати, на некоторых моделях от IXO задние фонари сделаны в виде стекляшек. Тут опять идет небольшое упрощение. Но, видимо, из-за того, что сама по себе модель довольно большая и уходит много материалов на покраску мелких деталей, поэтому в некоторых местах решили сэкономить, чтобы общая себестоимость автомобиля была точно такая же, как на других изделиях. И давайте открутим этот грузовичок от подставки, посмотрим, как у него сделана ходовая часть, и уже потом сравним эту модель с другими вариантами, которые я вам приготовил. И эти модели очень сильно прикручены, и порой бывает сложно открутить их от подставки. Не знаю, то ли затягивают винты специальным инструментом, но во всяком случае вручную так затянуть, я думаю, будет довольно проблематично. И этот грузовик я немножко ослаблял перед видеообзором, но тем не менее тоже винты откручиваются довольно туго. И вот так выглядит нижняя часть. Длиннющая рама, присутствует карданный вал, также что-то похожее на нижнюю часть двигателя, коробка передач. Конечно, проработка ходовой части уступает тем же костромским изделиям, но не стоит забывать, что IXO не претендует на премиум-сегмент, а эти модели заточены именно под журнальную серию. И давайте я вам покажу для сравнения другие капотные сидельные тягачи, например, Peterbilt 359 в коричневом цвете. Тоже очень симпатичная масштабная копия. И, кстати, на этом грузовике топливный бак, подножка,
окрашена серебристой краской, а на Lone Star не пожалели хрома. Тоже, видите, где-то что-то лучше сделано, где-то что-то хуже. И также, еще раз повторюсь, у этого грузовика тоже неверное расположение рулевого колеса. И мне не нравится, как тут наклеили декали. Они закрывают ручки дверей. И еще один грузовик, это Ford LTL 9000 в красном цвете. Тоже симпатичная масштабная копия. И, как вы видите, International крупнее, чем Ford, хотя по длине грузовики примерно одинаковые. Вот такая симпатичная масштабная копия, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Если выйдет интересный вариант окраски, возможно с полуприцепом, то вторую модель я тоже рассмотрю к приобретению и уже тогда сделаю на нее детальный видеообзор. Если вам понравился данный грузовик и данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!